И вновь приветствую вас на канале Скользкая механика. Сегодня мы будем разбирать оптический микроскоп. Вот такой прекрасный образец попал мне в руки. У него на нижней крышке вот такая надпись. Вот тут у нас будет перевод. Так, с чего мы начнем? Точнее, я уже начал, крышку нижнюю я снял. Почистим его, приведем в порядок и посмотрим, как он работает. Так. Пробую сфокусировать. Это обратное зеркало фокусировочное, впуклое так называемое, которое фокусирует пучок света на линзу. Линза рассеивающая, рассеивает свет по всей площади зеркала. Зеркало под 45 градусов отражает луч на 90 градусов от лампочки. Здесь просто стекло защитное стоит. Это для подсветки изучаемых объектов. Дальше мы об этом поговорим. Давайте разберем, что у нас еще есть. В оптике или зеркалами всегда использую микрофибру, потому что салфетки, они содержат волокна, они остаются на поверхности отражающих элементов, и может быть на изображение это не повлияет, но все равно, когда это видно глазом, не очень приятно. А после микрофибры ничего не остается. Тут внутри, вот глазом только что увидел, линзу снял. Тут внутри попробуем сейчас сфокусироваться. Шторка, диафрагма, как на фотоаппарате. Больше либо меньше света пропускает. Ну и вот тут, как говорил, тут зеркало под 45 градусов и защитное стекло. Тоже сейчас все протрем и поставим на место. Да, его все пилить не будет родное. Так, давайте разберем, из чего вообще состоит микроскоп. У нас тут есть окуляры, эти штучки, куда глаза смотрят. Здесь еще нет линз, то мы поставим, посмотрим, как это работает. Они раздвигаются под ширину глаз для удобства, это двигается. Кстати, узнал совсем недавно, что это микроскоп, здесь нигде надписи нет никакой. А это, оказывается, Carl Zeiss, производство ГДР 70-х годов. Отличная вещь, немецкое качество. Сейчас мы его почистим, будет как новенький. Так, это фиговина называется тубус. Здесь зеркала для перефокусировки светового пучка в окуляры. Здесь набор объективов, они поворотные, можно заменять по необходимости, смотря что мы рассматриваем. Здесь у нас предметный столик. Здесь должен был быть препаратодержатель, но он куда-то безвозвратно пропал. Внизу вот тут у нас есть тоже много интересного. Это у нас конденсатор, так называемый конденсатор. Что он конденсирует, не скажу пока. Это осветитель, мы его уже разбирали, смотрели. Ручки грубой и тонкой фокусировки. Это ручки передвижения препаратодержателя, чтобы точно фокусироваться на мелких предметах. Здесь небольшой наподобие редуктора стоит.
основным винтом мы крутим, сильно двигается, маленьким винтом двигается гораздо медленнее. Да, кстати, объективы закреплены на револьверной головке. Она поворачивается, чтобы не нужно было откручивать, закручивать. Но они, кстати, снимаются, съемные. Интересный момент: на ручках фокусировки стоят такие штуковины. Как оказалось, я с одной стороны открыть ее не смог, а с другой стороны она сама вывалилась. И это, что вы думали, подшипники, чтобы скользило лучше. Со временем просто смазка загустела, и они очень туго вращаются. Мы их сейчас почистим, эти подшипники, и они будут дальше работать. Смазку набьем туда, свеженькую. Кстати, вот маркировка подшипника. Если кому интересно, вымываем все это старое прижиривателем. Да, кстати, нужно работать в перчатках. К сожалению, нет времени и желания. Потом кожа слезет, быстренько новая вырастет. Так. Новый такой не был. О, пока разбирал, случайно выпала штучка. Не знаю откуда. Вот только что. Сделано в ГДР. Приклеим куда-нибудь. Сейчас узнаю, где она была. Примастерим ее обратно. Так, попробуем все-таки снять подшипник. И есть ответная часть кассеты подшипника. Обойма она называется. Нашел интересную штуку, пока разбирал. Короче, много решений таких интересных сделано. Вот такая вот фиговина с линзой. Она туда просто вставлена. Просто вставлена и ни на чем не держится. А держится она за счет того, что здесь есть прорезь. Не знаю, чем мы ее выпиливали, не суть. Вот. И когда ее вот сюда вот винтик специальный поджимает, она зажимает вот эту штуковину внутри. Вот так вот. Оп. Все. Хитро. Так, почистил линзы. Все новенькое. Обратно бирочку приклеил. Нашел, где она была. Заводской номер тут. Такая конструкция. Линза откидывается. Здесь тоже есть каретка. Сюда можно поставить светофильтр. Кстати, вот в комплекте шла вот такая коробка. В ней запасные лампочки. Они нам надо. Штативчик какой-то. А, это не штативчик, это ключик.
Это ключик под закручивание. Я все думал, как они закручиваются. Вот как они закручиваются. Вот специальный ключ есть. Германия. Вот светофильтры. Черный. Маркировка D282. И синий. C311 и B12. Также есть окуляры. 10-кратное увеличение и 6,3-кратное увеличение. Carl Zeiss Иена. Все так аккуратненько упаковано. Поехали дальше. На регулировке высоты столика есть тоже подшипники. Рядные, шариковые рядные подшипники для плавности хода. Смазаны какой-то консистентной смазкой, видимо, как-то они туговато ходят. Попробуем это тоже исправить. Вот, кому интересно, внутри механизм поднимающего предметный столик, червячная передача. Вот она там, все винты выкручивать не стал, принцип понятен. Штанга наподобие как вот это, и червячная передача. Вот штанга с шестеренками, такая же там стоит, только зуб прямой, а нет, тоже косой. И вот шестеренка вращается, штанга на месте и поднимает столик. Давайте теперь посмотрим, как вообще работает сам микроскоп. Установил окуляры. Давайте разные поставим окуляры. Это у нас на 10-кратное увеличение. Давайте один поставим 6-кратное увеличение, 6,3. Другой ставим 10. Все равно камера не сможет смотреть сразу в два. Так, будем смотреть мультики. Посмотрим, как экран себя ведет. Несмотря на то, что здесь динамичное изображение, это никак не влияет, потому что мониторы электронных приборов состоят из пикселей. Это отдельные огоньки одного и того же цвета. Они просто то загораются, то тухнут, и разницы не будет в том, что будет просто либо ярче, либо тускнее. Свет у меня вот тут тумблер.